Привет, друзья! Сегодня у нас необыкновенно нежное, рассыпчатое, тающее во рту известное аргентинское печенье Альфахорес. Невероятно вкусная выпечка к чаю. В миску кладу размягченное сливочное масло и слегка взбиваю миксером. Всыпаю сахар и взбиваю с маслом примерно еще 5 минут. Для аромата в тесто добавляю цедру апельсина. Можно также добавить цедру лимона или ванилин. Теперь добавляю 2 желтка и 1 столовую ложку молока. Также всыпаю щепотку соли. Ставлю миксер, где желтки, и начинаю потихонечку смешивать их с масляной смесью. То есть масло с желтками смешиваю понемножку, чтобы масса не расслоилась. Также хочу обратить внимание, что все продукты для теста должны быть комнатной температуры. В итоге должна получиться однородная кремовая масса. Всыпаю крахмал, разрыхлитель и аккуратно перемешиваю уже лопаткой. Всыпаю просеянную муку, немного оставляю и по мере необходимости буду ее досыпать. И все аккуратно перемешиваю, сначала лопаткой, а затем замешиваю тесто руками. Стараюсь это делать недолго, так как тесто песочное и масло начнет таять. Тесто должно собраться в комок и не рассыпаться. Если все же рассыпается, можно добавить 1-2 чайные ложки воды и еще раз хорошо вымешать. Кладу тесто в пакет и скалкой аккуратно его распределяю в прямоугольный пласт толщиной примерно 6-7 мм. Вот что у нас должно получиться. Перекладываю на доску и убираю в холодильник примерно на 30-40 минут. После охлаждения достаю, выкладываю на посыпанный мукой стол и убираю пленку. Затем тесто накрываю пленкой и еще раз его слегка раскатываю до толщины примерно 5 мм. Теперь беру небольшую круглую форму диаметром примерно 5 см и вырезаю кружки. Аккуратно перекладываю кружочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекаю печенье в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут. Остатки теста нужно собрать, раскатать и вырезать кружочки. Для начинки будем использовать вареную сгущенку. Ее нужно переложить в кондитерский мешок или обычный пакет. Достаем печенье, оно ни в коем случае не должно потемнеть или сильно зарумяниться.
и парами перекладываю печенье на какую-то решетку или плоское блюдо. Из этого количества теста у меня получилось ровно 32 половинки. На нижнюю половинку с помощью кондитерского мешка наношу начинку. И верхней половинкой аккуратно, без сильного нажима, закрываю начинку. Вот что у нас должно получиться. И теперь обмакиваю печенье со всех сторон в кокосовой стружке. Вместо кокосовой стружки можно использовать измельченные орешки, мак или кунжут. Песочное печенье Альфа-Хорос – это по-настоящему сказочная выпечка, нежное, рассыпчатое, ароматное тесто, которое буквально тает во рту, сливочная вареная сгущенка с карамельными нотками и хрустящая посыпка. Друзья, желаю вам удачной выпечки, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео!